Темнота. Давление, способное раздавить подлодку. Что-то движется там, в глубине. Вы уверены, что хотите это увидеть? Я погружусь туда, куда не добираются солнечные лучи, и покажу, кто на самом деле хозяин океана. Не переключайтесь. Самое страшное впереди. Самое жуткое лицо в океане. Давайте представим, что вы опускаетесь в темные воды у берегов Австралии. Глубоко-глубоко, туда, куда не проникает солнечный свет. И вдруг перед вами появляется лицо. С грустными глазами, мясистым носом и выражением вечной тоски. Это не монстр из фильмов ужасов, это рыба-капля. Существо, которое эволюция создала словно в дурном настроении. Она живет на глубине от 600 до 1200 метров. Ее студенистое тело напоминает желе, оставленное на солнце, бесформенное, бледное и слегка обвисшее. Но главное — это ее лицо. Огромный нос, похожий на человеческий, и глаза, полные такой грусти, что кажется, будто рыба только что проиграла весь океан в казино. Размером она с большую булку хлеба, около 30 сантиметров, но впечатление производит как трехметровая акула. А выглядит она так печально из-за давления. На глубине, где обитает рыба-капля, оно в 100 раз выше, чем на поверхности. Обычные рыбы там были бы раздавлены, как банка колы под колесом грузовика. Но наша героиня приспособилась. Ее тело состоит из гелеобразной массы, которая легче воды. У нее нет ни плавательного пузыря, ни крепких мышц. Даже скелет у нее больше напоминает мокрые макароны. Но самое странное — это ее выражение лица. Когда рыбу-каплю поднимают на поверхность, ее тело деформируется из-за перепада давления, и она превращается в то самое грустное желе, которая покорила интернет. Рыба-капля — ленивый хищник. Она не гоняется за добычей, а просто сидит на дне и ждет, пока мимо проплывет что-нибудь съедобное. Мелкие рачки, моллюски или даже морские ежи. Интересный факт. У рыбы-капли нет ни одного острого зуба. Ее челюсти больше похожи на старую резину. Она просто всасывает добычу, как пылесос. Что будет, если вы встретите ее в воде? Ничего. Во-первых, она живет слишком глубоко. Во-вторых, даже если бы она могла укусить, у нее нет зубов. В-третьих, она слишком занята тем, чтобы грустить о смысле жизни. Если после этой главы вам захотелось обнять рыбу-каплю и сказать ей, что все будет хорошо, вы не одиноки, но не спешите. Впереди еще много существ, которых лучше не обнимать. Никогда. Светящаяся смерть. На глубине в 1000 метров, где царит вечная ночь, обитает создание, будто сошедшее со страниц научно-фантастического кошмара. Рыба-гадюка, 30-сантиметровый хищник с зубами, похожими на швейные иглы, и телом, усыпанным биолюминесцентными точками. Не рыба, а ночной кошмар океана. Буквально. Представьте существо с головой, на 2/3 состоящей из челюстей. Зубы такие длинные, что не помещаются во рту. Они загибаются назад, как у змеи, только острее. Тело покрыто черной чешуей, поглощающей свет, а вдоль боков ряд светящихся органов. Это не украшение, это смертоносная приманка. Рыба-гадюка — это безупречная машина для убийства, созданная глубиной за миллионы лет эволюции. Ее угольно-черное тело растворяется в темноте, делая хищника невидимым до последнего момента, а биолюминесцентные точки работают как смертоносный обман. Доверчивая добыча сама плывет на свет, принимая его за безопасный планктон. Зубы легко прокалывают жертву насквозь. Добавьте к этому молниеносный бросок, который занимает доли секунды, и вы получите идеального охотника, превратившего вечную тьму в свое королевство. Здесь нет места ошибкам. Только точный расчет, светящаяся ловушка и гарантированная смерть для того, кто осмелится приблизиться. Интересный факт, чтобы разбавить обстановку. Молодые особи имеют специальные светящиеся органы на плавниках, предположительно для распознавания сородичей в темноте. Можно представить подводный диско-клуб, где вместо музыки тишина, а вместо танцоров смертоносные хищники. Если после этой главы вам захотелось проверить, нет ли чего-то светящегося в темном углу комнаты, я вас понимаю. Но не волнуйтесь, рыбы-гадюки не умеют ходить по суше. Пока не умеют. Ловушка из бездны. В абсолютной темноте, на глубине, где давление способно раздавить подводную лодку, обитает существо, бросающее вызов всем законам природы. Морской черт — живое доказательство того, что эволюция иногда принимает поистине пугающие формы. Его тело — грубая насмешка над привычными представлениями о рыбах. Сплюснутое, покрытое наростами и буграми, оно напоминает кусок морского дна, внезапно оживший и решивший убивать. Размером с крупную собаку этот хищник несет на голове кошмарную конструкцию — длинный отросток со светящейся приманкой на конце. Механизм охоты отработан за миллионы лет до совершенства. В полной темноте мерцает одинокий огонек, похожий на свет глубоководного червя. Жертва, привлеченная мерцанием, приближается, и тут из тьмы раскрывается пасть. Огромная, занимающая половину тела, усеянная загнутыми внутрь зубами.
Одного движения достаточно, и добыча исчезает в черной бездне желудка. Зубы морского черта – отдельный шедевр эволюционной жестокости. Тонкие, острые, направленные внутрь, они не оставляют жертве ни единого шанса на спасение. Они не пережевывают, а удерживают, пока рыба медленно проваливается в пищевод. Но истинный ужас кроется в размножении этого вида. Самцы, карлики по сравнению с самками, находят партнершу по феромонам и навсегда прирастают к ее телу. Постепенно их органы атрофируются, остается только репродуктивная система. Два организма сливаются в один, жуткий симбиоз, превративший продолжение рода в паразитический кошмар. В некоторых районах Атлантического океана эти создания собираются десятками. Абсолютная темнота атлантических глубин, и в ней множество мерцающих огоньков. Каждый из них – смертельная ловушка. Каждый скрывает за собой пасть, способную проглотить добычу целиком. Морской черт не охотится. Он ждет. Он знает, что голод рано или поздно заставит жертву совершить роковую ошибку. В этом мире нет скорости, нет погони, только бесконечное терпение и холодный расчет. Щупальца убийцы. В ледяной мгле, на глубине, куда не проникает солнечный свет, скрывается существо, вдохновившее легенды о кракене. Гигантский кальмар – живое воплощение морского кошмара, чьи размеры достигают 14 метров, а щупальца способны обвить небольшое судно. Его глаза величиной с обеденную тарелку видят в темноте то, что человеку не дано разглядеть даже при ярком свете. Тело этого монстра – шедевр эволюционной инженерии. Мягкое, гибкое, но пронизанное мощными мускулами, оно позволяет развивать невероятную скорость в толще воды. Каждая из 8 щупалец усеяна сотнями присосок, окруженных хитиновыми кольцами с зубами. Одно касание, и плоть жертвы покрывается кровавыми подтеками от этих миниатюрных пил. Охота гигантского кальмара, зрелище, от которого стынет кровь. Используя биолюминесценцию и способность мгновенно менять цвет, он превращается в призрака, появляющегося из ниоткуда. Его стратегия проста – ослепить, опутать, утащить в глубину. Касатки и кашалоты, столкнувшись с взрослой особью, часто остаются с глубокими шрамами, свидетельствами отчаянных схваток в подводном мраке. Что произойдет, если человек окажется рядом с этим существом? В отличие от мелких кальмаров, гигантский не видит в нас добычу, но его защитная реакция может быть смертельно опасной. Щупальца, способные переломить хребет тюленю, легко ломают кости, а клюв, похожий на попугайчий, но размером с футбольный мяч, перекусывает стальной трос толщиной в палец. Но самое жуткое – это их интеллект. Глаза гигантского кальмара – самые совершенные в животном мире. Его нервная система позволяет мгновенно обрабатывать информацию, а 3-килограммовый мозг – рекорд среди беспозвоночных, дает основание полагать, что мы имеем дело не просто с хищником, а с мыслящим существом, чьи мотивы нам не до конца понятны. Подводная гильотина. 380 миллионов лет назад, когда первые деревья только начинали расти на суше, океаны уже принадлежали настоящему монстру. Дунклеостей, 6-метровая рыба, чье имя переводится как «костлявая пасть», была совершенным оружием массового уничтожения. Ее бронированная голова составляла треть тела, а челюсти развивали давление в 5 тонн на квадратный сантиметр, достаточно, чтобы перекусить пополам акулу средних размеров. Вообразите существо размером с микроавтобус, покрытое костяными пластинами толщиной в 5 сантиметров. Его глаза, заключенные в костяные очки, видели мир через узкие щели, а рот представлял собой набор костных пластин, превратившихся в острые лезвия. Это не зубы в привычном понимании, это скорее гильотина из плоти и кости, способная разрубать добычу на куски одним движением. Механизм атаки Дунклеостея до сих пор вызывает споры среди ученых. Современные исследования показывают, что он мог открывать пасть за 1/50 секунды, быстрее, чем моргает человеческий глаз. Сила укуса сильнее, чем у тираннозавра, а скорость атаки сравнивают с выстрелом из арбалета. Его жертвами становились даже сородичи. На многих ископаемых останках видны характерные следы укусов. В отличие от современных хищников, Дунклеостей не жевал добычу. Его челюсти работали как ножницы, разрезая жертву на куски, которые затем засасывались внутрь. Представьте рыбу, способную перекусить человека пополам в бронежилете, и вы получите приблизительное представление о мощи этого существа. Костяные пластины, покрывавшие голову и переднюю часть тела, были практически неуязвимы для атак других хищников. Современные испытания показали, что для пробития такой защиты потребовалось бы прямое попадание из средневекового арбалета. Дунклеостей был танком девонского периода, медленным, неуклюжим, но абсолютно неуязвимым. Интересно, что этот монстр, вероятно, был слеповат. Его глаза, защищенные костяными пластинами, имели ограниченное поле зрения. Но в мутных водах девонских морей он полагался не на зрение, а на чувствительность к вибрациям воды.
Однажды, учуяв добычу, Дунклеостий превращался в живой таран, не оставляя жертве шансов на спасение. Сравнение с современными хищниками лишь подчеркивает его уникальность. Если большая белая акула — это скальпель, то Дунклеостий был кузнечным молотом. Современным рыбам потребовалось 5 массовых вымираний, чтобы выработать хоть что-то отдаленно похожее на эту древнюю машину смерти. Тень мезозойских вод. 160 миллионов лет назад, когда динозавры господствовали на суше, в океанах безраздельно правил куда более страшный хищник. Леоплевродон, 25-метровый морской ящер, чье имя означает «гладкозубый», был живой торпедой весом в 150 тонн. Его 4-метровые челюсти, усеянные 20-сантиметровыми зубами, могли перекусить стальной трос толщиной в руку взрослого мужчины. Тело Леоплевродона представляло собой идеальную машину для убийства. 4 мощных ласта, каждый размером с автомобиль, позволяли развивать скорость до 40 км в час. Невероятный показатель для существа таких размеров. Обтекаемое тело, лишенное выступающих частей, делало его похожим на гигантскую подводную стрелу. Но настоящий ужас вызывала его стратегия охоты. В отличие от современных крокодилов, Леоплевродон не хватал жертву, чтобы утащить под воду. Он атаковал на полной скорости, перекусывая добычу пополам одним точным ударом. Сила его укуса оценивается в 30 тонн, достаточно, чтобы раздавить небольшой автомобиль. Череп Леоплевродона, достигавший 3 метров в длину, содержал сложную систему носовых проходов, позволявшую улавливать запахи на расстоянии многих километров. А глаза, привыкшие к мутной воде, могли различать движения даже в почти полной темноте. Особый интерес вызывает способ дыхания этого монстра. Как все плезиозавры, Леоплевродон должен был регулярно всплывать за воздухом. Но строение его ноздрей позволяло делать это максимально незаметно, лишь едва выставляя кончик морды из воды. Представьте охоту, где хищник размером с голубой кит подкрадывается к добыче, как подводная лодка. Окаменелые останки жертв Леоплевродона рассказывают жуткие истории. На костях ихтиозавров находят характерные следы зубов, глубокие параллельные борозды, свидетельствующие о том, что ящер не просто кусал, а буквально пилил добычу своими зубами. Некоторые находки показывают, что он мог вырывать куски плоти, вращая головой из стороны в сторону, как современные крокодилы. Доисторический кошмар. 23 миллиона лет назад в теплых водах Мирового океана появился хищник, перед которым бледнеют все современные страшилища. Мегалодон — 18-метровая акула весом в 60 тонн, чьи 3-метровые челюсти перемалывали китов, как консервную банку. Существо, чьи позвонки по размеру сопоставимы с большими обеденными тарелками. Зубы, достигающие 18 сантиметров в длину, могли бы полностью закрыть ладонь взрослого мужчины. Тело было как 2 автобуса, а сила укуса в 10 раз мощнее, чем у большой белой акулы. Механизм охоты мегалодона был доведен эволюцией до совершенства. В отличие от современных акул, он не кусал жертву. Он буквально разрезал ее пополам. Его зубы, имевшие идеальную треугольную форму с мелкими зазубринами по краям, работали как гигантские ножницы. Палеонтологи находили кости древних китов с идеально ровными срезами, следы единственного укуса этого монстра. Особый ужас вызывает стратегия нападения мегалодона. Изучая окаменелые останки, ученые пришли к выводу, что он атаковал в первую очередь грудную клетку и плавники жертвы. Сначала удар снизу, ломающий ребра и повреждающий легкие. Затем откусывание хвостового плавника, лишающее жертву возможности спастись. И, наконец, спокойное поедание обездвиженной добычи. Сравнение с современными хищниками лишь подчеркивает его мощь. Если большая белая акула — это охотничий нож, то мегалодон был бензопилой. Его челюсти шириной в 2 метра могли проглотить человека целиком, даже не пережевывая, а желудок объемом в 10 тысяч литров позволял за раз съедать до 2 тонн мяса. Но самое пугающее — это возможные причины его вымирания. 3 миллиона лет назад мегалодон внезапно исчез из океанских вод. Некоторые ученые предполагают, что он стал жертвой собственного совершенства. Истребив большую часть крупной добычи, эти гиганты попросту умерли от голода. Другие находят в геологических слоях свидетельства резкого похолодания, погубившего теплолюбивых монстров. И все же в морских глубинах до сих пор находят зубы мегалодона, возраст которых не превышает 10 тысяч лет. Рыбаки рассказывают о гигантских тварях, всплывающих из глубин. Океанографы фиксируют акул невероятных размеров, быстро исчезающих в темной воде. Что если мегалодон не вымер? Что если он просто ушел в те глубины, куда не проникают наши батискафы? В те холодные бездны, где время будто остановилось, а эволюция замерла? Спящий бог.
В самых глубоких расщелинах Тихого океана, там, куда не ступала нога исследователя, возможно, покоится нечто, что не должно было бы существовать. Ктулху, древнее божество из произведений Лавкрафта, существо таких размеров и ужасающей анатомии, что сама мысль о нем заставляет разум содрогаться. Создание с головой осьминога, сидящий на гуманоидном теле, покрытым чешуей. Его крылья, похожие на кожаную пленку летучей мыши, простираются на сотни метров, а тело пульсирует неестественным зеленоватым светом. По описаниям, когда Ктулху шевелится во сне, над океаном поднимаются волны цунами, а людей по всему миру мучают одинаковые кошмары. Может ли такое существо существовать на самом деле? С научной точки зрения нет. Но странные факты заставляют задуматься. В 1928 году, через год после публикации рассказа Лавкрафта, сейсмографы зафиксировали странные подводные толчки в точке с координатами 47 градусов южной широты и 126 градусов западной долготы, именно там, где писатель поместил затонувший город Рельях. В 1997 военно-морские силы США зарегистрировали в этом районе неопознанный низкочастотный звук, названный блуп. Его источник обладал энергией, достаточной, чтобы потопить авианосец. Характер звука напоминал биологическое существо, а не геологический процесс. Официально же это объяснили расколом айсбергов. Что произойдет, если Ктулху проснется? По легенде, его пробуждение принесет миру безумие. Современные нейробиологи подтверждают, существуют инфразвуковые частоты, способные вызывать панику и галлюцинации у людей. А океанографы признают, что мы изучили менее 5% океанского дна. Но самый жуткий вопрос: почему образ Ктулху появляется в мифах совершенно не связанных культур? Полинезийские рыбаки рассказывают о Тангароа-разрушителе, чей облик удивительно похож на описание Лавкрафта. В старых исландских сагах упоминается Хавгуфа, морское чудовище, вызывающее безумие у тех, кто его видит. Возможно, Ктулху всего лишь миф. Возможно, это коллективный кошмар человечества. Но узнаем мы правду только тогда, когда океанские волны принесут к нашим берегам зеленую слизь с неземной ДНК. А по всему миру люди начнут видеть одинаковые сны. И тогда окажется, что мегалодон и гигантские кальмары были лишь мелкими рыбками по сравнению с тем, что действительно скрывается в бездне. Заключение. Океан хранит куда больше тайн, чем мы можем представить. От жуткой рыбы-капли до легендарного Ктулху в его глубинах скрываются создания, бросающие вызов нашему пониманию реальности. Если вам понравилось это путешествие в мир подводных кошмаров, подписывайтесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые расследования. Океан не прощает ошибок, но любит любопытных. До встречи в следующем видео.